Ты задумывалась, к чему ведет ваш союз? Что вас связывает? Какие силы действуют в этих отношениях? И какие испытания вас ждут? Путь любви – это не только радость, но и тайные знаки судьбы, которые направляют вас вперед и ведут за собой. Этот расклад покажет всю картину, где вы сейчас, какие испытания впереди и какими будет возможный финал вашей истории. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. И сегодняшний расклад Таро откроет истину, куда ведут эти отношения и что ожидает вас на этом пути. И если готовы узнать правду, смотрите внимательно и до конца. По традиции мы начнем с того, что посмотрим вашу ситуацию и сделаем короткую сигнификацию, кто пришел на расклад и какая ситуация у вас в отношениях. Давайте посмотрим, настройтесь на себя, на свою ситуацию, на своего партнера, мужчину или женщину, и посмотрим. Ну, смотрите, здесь прямо кольцо, здесь может быть уже серьезные отношения, совсем оформившиеся. Это может быть и брак уже, допустим, вы в брачных отношениях. Может быть, вы муж-жена, может быть, вы регулярно встречаетесь, а возможно, вам даже уже подарили какой-то подарок, кольцо, которое там обозначает помолвку там, или какие-то обещания, да. Но, тем не менее, ваши отношения должны быть уже как минимум крепкие, оформленные и не первый день, давайте так скажем. Хорошо. Да, эта карта подтверждает только, что ваши отношения не первый день, арка, да, то есть это уже отношения, в которых вы, в принципе, можете или должны бы друг другу доверять. Вы должны вот прямо понимать друг друга, знать друг друга, да, и, ну, давайте так скажем, прошлое, настоящее и будущее как бы связывает вас вот таким вот образом. Хорошо. Но, тем не менее, почему-то у меня сейчас пришло, что ваши отношения должны пройти какое-то посвящение, какое-то испытание или, может быть, даже какую-то церемонию. Ну, церемония может быть и брачная церемония, где вы обмениваетесь кольцами, а может быть это церемония повтора чего-то, да, то есть что-то должно повториться в вашей судьбе. Но может быть прошлое догоняет будущее здесь, да, вот кольцо и арка, да, это же о взаимосвязи времен, поэтому у меня такое ощущение, что ваши отношения догоняет прошлое. В настоящем вы видите возможность повтора того, что в прошлом было в будущем, да, вот так. Ну хорошо. Давайте еще посмотрим, что здесь есть. Есть трудности, есть препятствия, есть проблемы в вашей конкретной сложившейся сейчас ситуации. И у меня такое ощущение, что ваша пара уже сформирована, но столкнулась прямо сейчас с какими-то серьезными испытаниями. Возможно, ваш брак на здесь и сейчас подвергается каким-то перманентным воздействием, да, испытанием или поворотом судьбы. Как минимум, вот здесь и сейчас гора. Гора — это трудности. И, возможно, вы пытаетесь преодолеть эти трудности так, как и в прошлый раз, да, то есть у вас есть связи с прошлым. Возможно, вы стоите перед дилеммой, как преодолеть эти трудности, так, как в прошлый раз, или как-то по-новому, по-другому, да. Хорошо. Давайте посмотрим, какие тенденции идут дальше, да, вот в этой ситуации у вас. Здесь король кубков, рыбы. Вам
ну, хочется, возможно, даже и желательно даже вот так. Вам желательно стабилизировать эти отношения. Мужчина здесь, по идее, в этом раскладе должен быть не бедный, стабильный, ну, или уверенный в себе. Не всегда открытый, но, давайте так скажем, оформленно стабильный. Вот так вот. И здесь выгодно эти отношения сохранить, как и в прошлый раз. То есть, ну, на здесь и сейчас, возможно, у вас есть такое осознание, что лучше эти отношения сохранить, нежели потерять. Но само испытание у вас достаточно серьезное, да, вот сама гора, сама проблема, она может быть более сложная проблема, чем было когда-то, да, вот вы столкнулись реально с самой сложной ситуацией в своей жизни здесь и сейчас. Ну и смотрите, здесь опять вот петля времени, loop of time, да, или time loop, да. Смотрите, кольцо это петля, ну или кольцо это кольцо, да, закольцованность, и здесь время как бы закольцовано. Вы как бы попали, может быть, в самую сложную ситуацию, но эта ситуация, она является причиной того, что уже было все-таки. Потому что прошлое вас догоняет. То есть, не устранив причины прошлого, или не закрыв прошлые гештальты, или не избавившись от прошлого влияния, или не сделав выводов из прошлого, да, или не учитывая опыт прошлого, прошлое все-таки вас догоняет и в некую ловушку, да, то есть, ну, как минимум, вам все-таки хочется найти выход из этой ситуации, но и выйти из этой ситуации, но продолжить при этом эти отношения, то есть разрывать отношения как бы, ну, давайте так скажем, как бы не надо пока что, да. Это, ну, как бы вы, может быть, скорее всего так чувствуете глубинами своего сердца, может быть, спинного мозга, да, может быть, головного мозга и так далее. Центральная карта, вот какая самая проблемная карта здесь, это гора. То есть речь идет в отношениях о проблеме. Именно о проблеме, которая вот здесь и сейчас стала камнем преткновения возможного дальнейшего успеха долгосрочных ваших отношений. Да? То есть от того, как вы преодолеете эту гору, будете вы ее преодолевать, не будете преодолевать. Стоит вам ее преодолевать, а тут стоимость такая, ну, не низкая, то есть здесь вот это преодоление, оно связано как бы как с походом на Эверест, да, вот там поход на Эверест стартует по стоимости от 30 тысяч долларов, да, вот, ну, это тот минимум, который там можно вложиться, да, допустим, ну, теоретически, да, и вот, вверх там можно и в 200 вложиться, условно говоря. Так вот, у вас этот поход на вот эту вершину, он вам, как бы, условно говоря, стоит серьезных вложений или серьезного какого-то решения, да, и вот к этому решению вам нужно как минимум быть готовым, готовой. Нужно время. Ситуация говорит так: не торопись, лучше не торопиться здесь. И, возможно, ваша душа также говорит сейчас: не торопись. И нужно для того, чтобы преодолеть эту проблему, нужно составить какой-то план. Вот как на Эверест сходите, не просто так прогуляться, да, на Эверест, а подготовить там все от начала до конца, учесть все нюансы, да, поэтому вот, возможно, вы и оказались на этом раскладе, где вам важно где-то прослушать, просчитать, не торопясь, и сейчас вам нужно что сделать? Выдохнуть, чтобы замедлить время, да, поэтому наберите
поглубже воздуха, да, полные легкие воздуха, вздохните, выдохните, и мы начнем и посмотрим вот ситуацию вашу более глубоко, да, и будем сейчас ее разбирать и посмотрим, где вы сейчас, да, где вы сейчас. Ну, ваш этап, вот нынешний этап ваших отношений, это перекресток. Вам действительно, вот, по сути, вы находитесь на перекрестке судьбоносного решения. И особенно, если вы мужчина Земли и женщина Земли. Если вы король бубновый, это Телец, Дева и Козерог. Если вы дама бубновая, это тоже Телец, Дева, Козерог. Или ваши стихии совпадают, там воздух, воздух, земля, земля, вода, вода, огонь, огонь. То есть ваши отношения и ваш, ну вот, этап, да, выбора вы сейчас выбираете. Хорошо. В ваших отношениях сейчас серьезные проблемы. И вот эта гора, она только подтверждает. И смотрите, эти серьезные проблемы, они находятся под аркой. Они тянутся из прошлого. То есть те мои предположения, что я говорил, вы не закрыли гештальты прошлого, потянули их за собой, не, ну, как бы не приняли, да, урок, не вынесли урок. И вот они у вас повторились, да. Хорошо. Между вами мужская энергия, и эта энергия, она доминирует. То есть, смотрите, мужчина в этих отношениях, он главный. Может быть, это двое мужчин. Ну, да, может быть, для одной женщины. Но мужчина здесь играет главную роль, ведущую. И здесь вот мужчина, условно говоря, царь и бог, король и стратег и тактик. Но больше, допустим, стратег мужчина, а тактик будет женщина. Понимаете, да? Тактика за женщиной, а стратегия за мужчиной. Что это означает? Глобально куда говорит мужчина, а каким образом женщина. То есть именно на какую вершину говорит и знает мужчина, а что именно взять на эту вершину, знает женщина. Вот услышьте, пожалуйста, вот этот момент, он очень важный. И, возможно, от этого будем отталкиваться и дальше, а может быть, вам придет какой-то инсайт. Если он вам вдруг пришел, прямо сейчас поставьте на паузу, еще раз прослушайте. Мужчина знает, на какую вершину или куда, а женщина знает, что при этом взять, что при этом нужно. И сделайте свой вывод к этому инсайту. Здесь он почему-то у меня ключевой. Ну вот, взгляд со стороны, и вот куда вы идете, да? Окей, хорошо. Давайте вот посмотрим мысли, да, вот. Все-таки в центре мужчина, ну, загаданный человек, в принципе, да, но он все-таки выпал мужской картой. Мысли его посмотрим. Вот когда он представляет вас вместе друг с другом, он радуется. И он думает о том, что все хорошо, что будет все хорошо, как у вас все хорошо. И как он хочет, чтобы было все хорошо. И он радуется, когда представляет вас вдвоем, именно как пару. Вот те страхи, которые у него крутятся в голове, они очень важны в этой ситуации. А
страхи у него быть несоответствующим, не соответствовать какому-то образцу или какому-то идеалу или какой-то норме. Или для него важно быть серьезным для этого человека, для этого мужчины. Поэтому у него самый главный страх — это несоответствие. А вот если взять убеждения, которые влияют на восприятие отношений, то это эмоция. Он руководствуется больше не разумом или не логикой, а эмоционально. Поэтому, если спросить, вот какими убеждениями он руководствуется, да никакими особо убеждениями. Он действует на уровне инстинктов и на уровне эмоций. То есть он не логик. Он действительно у вас стратег, теоретик, но никак не практик и не тактик. Понимаете, да? То есть он он такой где-то может быть революционер. И он много знает, но мало делает. Но он знает как. И знает, кто за него сделает. Понимаете, как вот есть, это есть такие люди, и в принципе в этом и нет ничего в принципе плохого, да. То есть психика человека так устроена, он движется по наитию. Такой человек может быть там человеком искусства или человеком магии, мистики. То есть он больше, его, так скажем, гуманитарий, нежели математик, да, или какой-то из точного направления сферы материальной жизни, менее из точного и более из гуманитарного. Хорошо, а давайте теперь немножечко так поплаваем в его чувствах, да? И вот, понимаете, он не может разобраться в себе. Вот что он испытывает на самом деле. К вам выпадает луна, да, вот такая вот пустая обложка, да, пустая карта. То есть на самом деле он действительно не понимает, что внутри него происходит. Он не может себе это объяснить. Возможно, это чувство в нем впервые. А если не впервые, то он не может с ним совладать. Поэтому он испытывает к вам на самом деле хаос, смятение и борьбу внутреннюю на уровне инстинктов и переживаний, и глубинных чувств. То есть он не может разобраться. Им управляют эмоции, которые, во-первых, проявляются крайне медленно, неактивно. И эти эмоции, они двигаются вот в нем по спирали. По спирали, то есть по кругу. Вот оно круг, вот оно время, и вот она улитка, да, вот всмотритесь в улитку, у нее на спине галактика, да, то есть если вот им управляет, да, эмоции, которыми он в принципе, да, и защищает себя. Понимаете, вот в чем интересный момент. То есть вот это его непонятность, пустота, абстрактность, это его защитная. То есть когда он какой-то странный, это он защищается. Поэтому им управляют эмоции защиты. Защищается он вот таким вот образом. И я вам так еще скажу, улитка, достаточно такая карта о неторопливости, это медленность, да, и где-то все-таки вот здравой прагматичности. Почему-то у меня идет вот здравая прагматичность у него. И вот
эти эмоции, которые он не понимает, но он их пытается взять под контроль. Вот этим он и движется, и этим он управляется внутри себя. Давайте еще посмотрим. А в глубине сердца он испытывает угрызение совести, поэтому за что-то он себя грызет. За что не будем пока рассматривать, это, возможно, будет тема вашего личного расклада. И еще посмотрим его чувства. Но он считает, что от него зависит, как будут меняться чувства. То есть он пытается найти к тебе ключик. То есть он подбирает к тебе ключи. И не может пока подобрать. То есть его настроение, его эмоциональный фон, твое настроение и твой эмоциональный фон создают между вами некую дверь. Ключи от этой двери у него, а ты стоишь за этой дверью, и он за тобой внимательно еще при этом наблюдает. Со временем он может подобрать к тебе ключ. Но сама дверь — это и есть вот эти вот карты, которые здесь все проблематичные. Они все его останавливают. И все вот эти карты, которые я проговорил, можно переслушать еще раз, являются этой дверью, которые вас и отделяют. Соответственно, вас разделяет закрытая дверь, которая формируется его хаотичными чувствами, управлять которыми он может, но не торопится в силу своих угрызений совести и некой прагматичности. Понимаете? Окей. Ну, давайте немножечко посмотрим его планы на вас. Ну, он хочет предложить тебе что-то новое и предпринять какую-то поездку, да, то есть он может появиться на твоем пороге, а может еще и где-то, ну, поддаться какому-то порыву душевному и как бы отважиться на некую авантюру. То есть он готов, как бы собирается, да, вот, или хочет сдвинуться с мертвой точки, вот так вот, да, вот, то есть он хочет сделать этот выбор, условно говоря, здесь. Смотрите, ваше будущее для него как остров, вот некий такой остров, и вот он видит ваше будущее совместно как нечто обособленное на острове. То есть он бы хотел как минимум или жить отдельно от всех, или чтобы влияние на вашу пару было минимальным и никто вас не трогал обоих. То есть он видит ваше будущее, как бы условно говоря, как проживание на острове, где внешнее влияние, ну, особенно негативное, потому что здесь прям луна, вот любое негативное, не обязательно магическое, да, любой с глаз, от глаз долой, да, то есть он считает, что ваше будущее должно проистекать по концепции. Чем дальше, тем ближе. Чем дальше от окружающего мира, тем ближе вы друг к другу. Ну и у меня почему-то такое ощущение, что он видит ваше совместное будущее где-то в связи с переездом. Где-то чтобы вы переехали, допустим, или встретились на нейтральной стороне. Или жили не в той стране оба, да, переехали куда-то. То есть должны произойти какие-то перемены вплоть до смены страны, да. Хоть на необитаемый остров, но только не там, где вы сейчас находитесь. Ну и он, и вы, скорее всего. Ну, может быть только он, а может быть и только вы.
Ну, смотрите, вот дальше он собирается как будто бы еще что-то изучить. Видите, опять медлит улитка, книга, это все затягивание времени. То есть он будет как бы искать, может быть, какие-то ответы на те вопросы, что делать ему дальше. То есть опять на вот вопрос, что он собирается делать дальше, он собирается собирать информацию. О ком информацию? Ну, не будем тоже здесь углубляться. Ну, вот ему нужно еще время, книга. Может быть и о вас, а может быть о вашем видении совместного будущего и как вы видите его в том ключе или в том свете, в котором он еще пока сам не видит, да? То есть где-то вам нужно до него достучаться, а ему до вас. То есть между вами, у меня такое ощущение, очень много нераскрытых глав, непрочитанных страниц, может быть непрочитанных томов. То есть у вас информация между вами, она проистекает долго, но не в полном объеме. Долго, но медленно. Слышите, да, вот так. Окей. Он будет действовать не скоро, не быстро. Но если он начал действовать, то вы его нифига не остановите. То есть силы остановить его у вас не будет. Поэтому действия его будут не скорыми. А если начнутся, то решительность будет такая, что остановить его действия, ну, повлиять на остановку его будет крайне-крайне тяжело. Учитывая то, что я здесь вижу, здесь у него высокий потенциал, но реализация для этого потенциала, для того, чтобы его реализовать, ну, ему как минимум надо много учиться, много информации собрать, да, и много понять еще. И вам понять его, и ему вас понять. Окей. Давайте теперь немножечко посмотрим, да, вот мы его как бы планы рассмотрели, да, чуть-чуть поверхностно это все, да. Давайте посмотрим, вот что действительно вас сближает. Вот мне почему-то это интересно глянуть. Что действительно вас сближает? Вас сближает сила любви, то есть вот какие чувства вас соединяют? Родственные души, вы на одной частоте, на одной волне. Это вибрации, поэтому волны здесь одинаковые. Ну, а если вы на разных частотах и на разных волнах, тогда вы волна, а он частица. Или вы частица, а он волна. Поставьте на паузу, подумайте, кто вы в этих отношениях. Волна или частица. Частица это более стабильное что-то, да, а волна это более переменная или более нестабильная. У меня такое ощущение, что здесь мужчина есть волна, а женщина есть частица. Ну, из этого расклада, как минимум, у него эмоции здесь, и он менее стабильный, нежели, возможно, женщина. Окей. Вот что делает ваш союз особенно. Крест. Крест это кармический узел, кармические отношения, кармические судьбы, да, ну вот так можно сказать, но судьбы и карма, оно где-то близко, но где-то вы отрабатываете подобное друг другу и серьезные испытания. Вот гора, она в центре, поэтому вот если сказать, что делает ваш союз особенным, это союз и родственных душ в том числе, и кармические отношения. Здесь по кармическим отношениям могут быть пламенные близнецы, могут быть, ну не обязательно, а по
не кармическим, а вот этому сердцу, а эти карты, они связаны, видите, оно одно за одной ленточкой идет, это родственные души. Поэтому либо пламенные близнецы с кармическим узлом, либо родственные души, но тоже, скорее всего, с кармическим узлом каким-то. Вот эти все узлы, оно повторяется здесь. Здесь есть и кармические узлы, и пламенные близнецы, и родственные души. Смотрите. Вот женщина здесь постоянно дает надежду, что будет двигать обоих вперед. То есть женщина здесь есть или стимул, или локомотив, или катализатор этих отношений. Еще раз. Что дает надежду и ведет вас вперед? Не что, а кто? Женщина. Хорошо. Почему вас тянет друг к другу снова и снова? Снова и снова. Смотрите, по углам идут здесь кольцо, здесь петля времени, таймлуп, здесь кросс, да? Здесь head, да? Сердце. Почему вас тянет друг к другу снова и снова? Отношения. Родственные души. Видите, королева кубков. Может ли это быть магия отношений? Да, магия отношений и семья. Давайте посмотрим, какое испытание или какие испытания вас ждут. Главное или главным вызовом или трудностью, которая стоит перед вами, есть женщина. Возможно, эта женщина и есть этим этой горой преткновения. И главная трудность и есть женщина. Это можете быть вы, но может быть, конечно, и соперница, да, учитывая эти карты. Ну, здесь, смотрите, дама пиковая, здесь туз пиковый, а здесь королева червовая. Здесь семья, здесь женщина-одиночка, и здесь просто женщина, да. Ну, здесь тоже может быть женщина-одиночка. Это карта, в принципе, больше ваша. Поэтому здесь главным вызовом и трудностью является женщина. Суть этого испытания откроется вам только в завершении этих отношений. Поэтому, ну, как бы в итоге. Поэтому, если спросить, вот в чем суть испытания, да, то в результате, по сути. Но, скорее всего, для каждого из вас в этих отношениях важен результат. Поэтому я вот здесь и сказал, что результат действительно важен, да, и его стоит, ну, как бы стоит за него немножечко побороться, да, приложить усилия, ну и просто так не отпускать эти отношения. Изменит это испытание вашу судьбу чудесным, волшебным образом. Здесь у нас прямо лампа Аладдина, и здесь какая-то магия. Поэтому как это испытание изменит ваш путь? Произойдет какое-то чудо. Вот какое чудо здесь может произойти? Попробуйте закрыть глаза, настроиться на мой голос или на свое нынешнее состояние, представить себе это чудо и, поставив на паузу, написать его в комментарии как декларация на возможное ваше будущее. Чтобы преодолеть вот этот вызов и сохранить гармонию, нужно уметь подбирать друг к другу ключи. Ты можешь стать замочной скважиной, а он или она стать ключом.
То есть, вот как ты можешь преодолеть этот вызов и сохранить гармонию? Адаптироваться к ситуации и примиряться, и подбирать варианты, не зацикливаясь на одном варианте. А учитывая то, что у вас зацикленность есть, то где-то какой-то вариант, который вы повторяете, нужно исключать из ваших отношений. Ну или какую-то ситуацию, да, потому что из пространства вариантов соткана наша реальность. Да? Давайте посмотрим, вот по испытаниям мы уже посмотрели немножко, да, вот что скрыто от тебя. Вы пока не видите в этих отношениях способа переговоров, способа коммуникации, не видите правильной коммуникации и не видите того мужчину, который может участвовать в этой коммуникации и должен участвовать в этой коммуникации. Поэтому, мужчины, прислушайтесь. Женщина в вас не видит того мужчину, который может с ней говорить, или вы говорите на разных языках. Женщины, вы, возможно, не видите в нем какого-то главного качества и говорите все-таки на разные темы или на разных языках, на разных частотах. Все тайны и скрытые эмоции, важные знаки, которые нужно заметить, находятся в сердце мужчины, в том числе, и в доме, в котором происходят эти события, или которые относятся к этим испытаниям о вашей жизни. Когда тебя нет рядом, он пытается избавиться от негативных мыслей и чувств внутри себя. Окружающие видят в ваших отношениях хитрость, но ты этого не замечаешь. Замечает ли это ваш партнер? Ну, ответ вам дается на рассмотрение этой карты, и вам желательно самостоятельно почувствовать. И еще раз, в отношениях ваших видят хитрость, выгоду, но ты этого не замечаешь. Давайте теперь посмотрим, вот какой выбор все изменит. Судьбоносным решением станет решение написать, отправить сообщение и наладить коммуникацию, желательно для начала хотя бы переписку. Выбор видеть больше и не бояться увидеть больше, не волноваться увидеть больше. И выбор прояснить ситуацию поможет перевернуть вашу историю и повлиять на будущее. В зависимости от этого выбора тебя ждут серьезные последствия, и к ним нужно быть готовым. Эти последствия могут проявить силу и возбудить силу не только в тебе, но и в партнере, а также в тех или в том окружении, которое причастно к этим отношениям. То есть это будет сильная или активная обратная реакция на те действия, которые будут предшествовать вот этой карте, в этих двух картах. Если ты решишь ничего не менять, ничего не изменится, но будет не хуже. То есть хуже не будет, но ничего не изменится. То есть, если спросить, что случится, если ты решишь ничего не менять, ничего не случится, но хуже не будет. Возможно, потому что хуже некуда, хотя эта карта
не говорит о том, что это очень плохо, но эта карта часто говорит о родственном влиянии, и сила влияния рода или родственников не ослабится. Не ослабится. Окей. Хорошо. Давайте теперь посмотрим. А куда ведет этот путь? События, которые будут развиваться дальше, они судьбоносные, и они изменят все равно так или иначе вашу судьбу. Поэтому вне зависимости от того, как вы будете активно действовать или бездействовать, судьба все равно будет вести вас. То есть судьба будет влиять здесь и играть ключевую роль. Поэтому события, которые будут развиваться дальше, на 100% от вас все равно не зависит. Уже начали происходить изменения, где, скорее всего, кто-то из вас, почему-то у меня такое ощущение, что все-таки женщина пытается вырваться на свободу. Эти изменения уже начали происходить в ваших отношениях. Следующим этапом здесь проверка на верность, проверка на достоверность, проверка на преданность и проверка на понимание друг друга. Этот путь изменит вас обоих таким образом, что вы сможете доверять друг другу или решите вопрос о доверии. Но наивных партнеров в ваших отношениях больше не будет. Также этот путь изменит вас обоих или обоих таким образом, что вопрос с ребенком будет решен. Давайте посмотрим итог, к которому вы придете в конечном итоге. Смотрите, этот путь завершается садом. Сад — это счастье, и сад — это светская жизнь. В зависимости от того, как вы сможете гармонизировать совместные отношения и влияние внешних лиц, этим и завершится путь. И если будет гармония между вашими отношениями и внешним влиянием, путь завершится отношениями, а если не будет гармонии, то это будут негармоничные отношения. Финальной точкой этих отношений карта не очень хорошая. Здесь волнение. И скорее всего эта карта говорит о том, что вам двоим нужно стараться во многом разобраться, особенно в темных сторонах ваших отношений. Судьбой вам предначертано справиться со своими страхами и пройти множество опасностей, а также возможно избежать нападков и укусов, ударов или нападений людей, которые могут причинять вам какие-то некомфортные ситуации, обстоятельства в этих отношениях. Змея — это как минимум или соперник, или соперница, или люди, которые могут или хотят вам помешать. Этот финал может быть таким, как ты ожидаешь, если ты избавишься от всего балласта, который сдерживает тебя и твоего партнера. Если твой партнер тоже избавиться от всего балласта, возможно, от каких-то стереотипов и, возможно, от
знаешь, как не бери дурного в голову, тяжелого в руки, да, вот если вы оба это сможете реализовать, этот момент, то тогда ваш воздушный шар полетит вперед. Вот у меня еще две карты. Первую карту я хочу спросить, есть ли счастье в этих отношениях? И вот так поменяем, я не смотрю, не вижу, да, вот так меняю, беру вот эту. Есть ли счастье в этих отношениях? Да, но путь к нему долг, и путь к счастью есть или может быть, или должен стать целью этих отношений. Ну и сакраментальный вопрос, будем ли мы вместе. Ну, карта говорит о том, что здесь многое зависит все-таки от мужчины, и мужчина у нас был в центре. Но, тем не менее, это благородство. И я бы сказал так, что если вы чувствуете, что вы благородный мужчина, или ваш мужчина благороден, тогда при добавлении сюда этого аркана вы будете вместе, но это все вопрос времени. Мира вам и вашему миру. Берегите себя, любите себя и мир, который окружает вас. И пусть ваши отношения будут ведомы путеводной звездой. Пусть в них находится достойный мужчина, достойная женщина. И пусть эти отношения приведут вас к вашему результату, на пути к которому вы будете счастливы вместе. Лишайтесь на зв'язку и помните о том, что ваш путь это не просто случайность, это переплетение событий, решения и знаков, которые ведут к финалу. И все, что вы сейчас услышали, есть ключи к пониманию происходящего. Теперь у тебя есть знания. Теперь ты можешь выбирать, каким может быть ваш путь. И если сейчас чувствуешь, что это правда, значит этот расклад для тебя. Подписывайся на канал, пиши комментарий и увидимся. Па-па.